Здравствуйте. Всех интересует вопрос, сколько будет стоить газ. В первую очередь для того, чтобы прогнозировать стоимость газа в вашей стране, в вашем регионе, нужно размышлять с позиции мировых цен. Перед вами котировки фьючерса на природный газ. Вы привыкли слышать цены за кубический метр, но в мире газ еще измеряют в термоединицах британских, поэтому я буду говорить непривычные для вас цены, но тем самым вы просто понимаете, что от текущего уровня 7,90, например, у нас есть еще потенциал хода на 9,90. То есть в вашем понимании вот эти привычные заголовки, что стоимость кубометра газа превысила $2000, это значит, что может потенциально быть и 2500. Вот, я вам буду обрисовывать общую картину, потому что я трейдер, я занимаюсь тем, что прогнозирую поведение цены на основании технических индикаторов, на основании разрисовок различных, показателей экономических в том числе, но в совокупности и со спекулятивной точки зрения. То есть я не рассматриваю потенциал роста цены, падения цены только для хозяйства, только для прикладного использования. Я смотрю на котировки для того, чтобы понимать, где какие спекулятивные возможности присутствуют. Так вот, по теме газа на текущий момент основа – это фундаментальные факторы, это новость, это спекулятивные настроения. Все вы знаете, что доля российского газа в импорте Европейского Союза снизилась. То есть, если ранее доля газа РФ составляла порядка 40% еще в 2021 году, то уже в июне 2022 года все гремят, что это только 20%. Вот газа российского в Европе только 20%. Ну и значит, у нас ожидают сокращения добычи газа. Отлично. Что это значит? Есть ли какие-то предпосылки, к чему-то кто-то подготовился, или вот эта новость очень стала неожиданной? Да, действительно, уже прекратились поставки в страны Балтии, Польшу, Болгарию, Финляндию, поставки в Германию, Данию, Италию. Все сократилось. Прокачка по Nord Stream, это крупнейший газопровод из РФ в ЕС, сократилась на 60%, потом на 80%, то есть показатели падают катастрофически, но это не тотальное отключение потока. Эти показатели могут быть увеличены и изменены в зависимости от спроса. Давайте так скажем, сейчас идет летний период, пока что спрос расти объективно не может, ну и формально по политическим причинам этого сейчас не происходит. То есть мы видим, что причины отказа, они в первую очередь политические, во вторую очередь не хотят платить по схеме, предложенной «Газпромом». Но и есть третья причина, которую я бы назвала, это потенциальная необходимость, да, заключать договора, контракты на следующие поставки по высокой цене. Никто не хочет этого делать. Сейчас об этом еще поговорим. Кстати, да, касательно вынужденного обращения добычи газа в РФ, во-первых, уменьшение уровня газодобычи, как вам комфортнее слушать, потому что и так говорят. Россия в этом году будет на фоне рекордных объемов добычи прошлого года. То есть перед тем, как мы понимали, да, что может быть вот эта политическая ситуация, пришлось наращивать эту добычу. И отметим, что вот эта необходимость сокращения добычи, она уже появлялась в России, причем неоднократно. То есть это политически объяснимая спекулятивная история, к которой могли готовиться. И то есть сказать, что для России это станет резким, вот неожиданным фактором, нет, так сказать нельзя. То есть я бы больше рассматривала риск, так как я валютный спекулянт все-таки, то я бы эту ситуацию рассматривала больше как риск для Европы, вот для которой это в большей степени неожиданность, потому что она оказалась в заложниках между двух поставщиков. И если какой-то перебой с поставками из одной стороны, то ты очень сильно зависишь от другой стороны. И тут и политика играет, и факторы неожиданности могут играть. То есть я бы делала ставку все-таки на слабости этого региона. Ну и, соответственно, да, я все еще сторонник продаж по евро, но это отдельная история. Коснемся ситуации с газом. Уже сейчас начинает формироваться цена газа на четвертый квартал для ЕС по долгосрочным контрактам. Они сами требовали, чтобы стоимость газа в долгосрочных контрактах с «Газпромом» устанавливалась вот таким образом, то есть менялась, да. И в нынешней ситуации, если раньше у нас были контракты заключены по $1000 за кубометр,
то сейчас котировки около 2000 за 1000 кубометров. Это значит, что придется заключать по более дорогим ценам. Я вам специально оставила вот эту картинку. Это динамика цены на газ с 2005 года. Вот они были такие высокие цены. С 2009 года по 2021, по середину 2021, цены находились в очень комфортном диапазоне, небольшом. И сейчас началось восходящее движение. Сказать, что только из-за политической ситуации, из-за того, как стоит нефть, у нас вот такая там критика с инфляцией, нет, нельзя. Потому что вот эти инфляционные риски еще с 2021 года все начали срочно учитывать в своих монетарных политиках. Вспомните, та же Украина, но это не самый яркий пример, да, с точки зрения там, ведения монетарной политики, но тем не менее они с начала 2021 года начали менять процентную ставку. То есть вот эта динамика была очень комфортной, все привыкли заключать договора, рассчитывая на небольшое колебание цены, но понимая амплитуду колебания за последние годы. И выход из комфортного диапазона, конечно, сейчас выбивает из колеи и экономику. Что есть? Есть ряд спекулятивных событий, из-за которых цена не может падать. Вот по сути, факт сокращения поставок, факт сокращения добычи, но это не помешает удовлетворять, кстати, заявки, и спекулятивный политический настрой есть. Вот этот фактор, он объясним, он понятен, но он есть. То есть у нас сокращается добыча, сокращается поставка из-за снижения спроса по причинам политики, и есть спекулятивный настрой поставщика, это понятно. Потому что это есть как фактор политической силы. Поэтому вот что будет дальше зимой, это очень интересно, потому что тут снова включается политика, а не экономика. То есть тут решит ли Россия наращивать поставки газа в Китай, хотя, как говорят эксперты отраслевые, объемы смогут нарастить только через 6-7 лет. То есть вот тот объем, который добывают сейчас и удовлетворяет им спрос ЕС, у Китая сейчас этот спрос гораздо меньше. И так, чтобы полностью перекрыть объемы, которые раньше поставлялись на ЕС, вот на это уйдет 6-7 лет. Второй вариант – это будут развивать силу Сибири-2. Но здесь тоже есть плохие комментарии. Даже если уже сегодня будут подписывать долгосрочный контракт по силе Сибири, 2, да, говорят, что работы по его прокладке могут длиться минимум 3 года. Причем это если все будет ровно, гладко идти по графику. То есть сказать, что есть оптимистичные прогнозы, благодаря которым мы увидим диапазон сейчас, их нет. Очень важен фактор политики. Если будет политическая договоренность, мы увидим снова комфортный диапазон колебания. Возможно, это будет вот диапазон прошлых лет с 2009 по 2021. Это возможный сценарий, что был бы диапазон прошлых лет. Тогда мы увидим как поддержку 5000, как сопротивление диапазон 9,50. Максимальная цена в районе 9,90 по техническим факторам на текущий момент. Но все вы помните, что есть и более высокие ценовые уровни. Это пример 2005 года. Просто рынок знает эти уровни, и туда может уходить цена. Вспомните, как спекулятивно прыгала цена на нефть в феврале. То есть просто рынок знает эти цены, и туда запросто улетала цена. На текущий момент Россия за счет высоких цен на газ в Европе зарабатывает больше, чем в 2021 году. Но это хорошо, конечно, это хорошо для отрасли страны, но никто не может вам точно сказать, что эта тенденция сохранится, что договорятся или не договорятся между собой, какая будет динамика поставок газа из России в ЕС в ближайшие 2 месяца, полгода, год. То есть работа по наращиванию продаж в Китае, она ведется, но она явно не может полностью перекрыть российский рынок. Китай не сможет сейчас заменить Европу. Но это опять-таки это средние оценки по рынку, которые вот я вам доношу. И если сократится вот эта спекулятивная история, а объемы добычи расти не будут, то у нас с вами потенциал – это новый диапазон колебания цены. Просто будем жить в новых условиях. Я не жду сейчас падения к диапазону 2000.
Мы говорим сейчас не о тысяче, не о 1000 долларов за 1000 кубометров, не о 2000 долларов за 1000 кубометров. Мы говорим сейчас про британские единицы. Так вот, нас может ждать этот новый диапазон, и технически я вам говорила, что меня интересует вот эта поддержка 5000. Если так будет и перейдут на колебания в новом диапазоне, просто привыкаем к новым реалиям. Ровно точно так же, как работали в предыдущие годы, если стабилизируется рынок, надо будет работать в этих реалиях. Как и в начале 2022 года, я вам хочу сказать, что в период нестабильности, в период высокой спекуляции, попытки заработать на ценовых скачках могут привести к потере денег. Стоит посмотреть на изменения цены на газ за этот год. 3 месяца роста, тут же месяц отката падения, месяц снова роста. Новости очень сильно сейчас влияют на настроение. Внутри дня, если мы говорим о спекуляциях, то стоит вести работу по основной тенденции последних дней. Последних. И если нет возможности сейчас получить такой сигнал, то лучше ждать. Делать долгосрочные прогнозы – дело неблагодарное в моменте, потому что самый важный триггер – это политический. А это для нас каждый день сюрприз. Я вам желаю хорошего настроения, профитов. Те, кто торгуют разными валютами, оставайтесь, пожалуйста, на канале. Смотрите мои прогнозы, технические разрисовки по евро, по нефти, по золоту. Я делюсь тем, что, думаю, будет с ценой в перспективе ближайшего времени. И обязательно, если вы решили заняться спекуляциями, валютными, неважно какими, в этом нужно разобраться. Не пытайтесь заработать на спекуляциях, если вы просто услышали, что кто-то этим занимается и как рекламируют онлайн-заработок с минимальными вложениями. Нет, это потенциально просто отъем ваших денег, на чем вы потеряете. Потеряете раз, два, три, контора обогатилась, вы с негативным настроением просто уходите с рынка. Сначала научиться, как это все работает, выучиться, понять, только после этого вкладывать реальные деньги. Хорошего настроения. Пока-пока.